Привет подписчикам и гостям моего канала! В этом ролике мы сделаем очень простые пышные бантики на резиночках из узкой ленты. В зависимости от размера для одного банта нам понадобится от 16 до 18 метров ленты шириной 6 мм, две основы 3,5 и 2,5 см в диаметре. Резиночка. Лепестки такого бантика сделаны из отрезков ленты длиной 7 см. Делаем лепесток. Ленту держим лицевой стороной к себе и складываем края. Спаиваем над свечой. Затем находим серединку. И прогреваем над огнем, чтобы изгиб зафиксировался. Здесь важный момент: лента не должна плавиться и гореть, ей нужно лишь слегка прогреться, чтобы изгиб зафиксировался. Поэтому не подносите лепесток к огню слишком близко. Таким же образом делаем все последующие лепестки. Спаиваем края. Затем находим серединку. Зажимаем и прогреваем над свечой. Собирать цветок мы будем на основу диаметром 3,5 см. Здесь в качестве основы я взяла два отрезка ленты, проклеила их между собой, вырезала круг и края обработала зажигалкой. Начинаю приклеивать первый слой лепестков. Лепестки клеим немного заходя на основу, примерно на 3-4 мм, и немного внахлёст друг на друга. Количество лепестков здесь указать сложно, так как все зависит от того, насколько плотно вы будете их приклеивать друг к другу. Первый слой лепестков приклеен. Еще один второй слой лепестков я в цветах такого типа обычно приклеиваю с изнаночной стороны. Во-первых, изнанка будет выглядеть аккуратнее, и что немаловажно, так можно уменьшить диаметр основы в креплении к резинке. Поэтому второй слой лепестков я приклеиваю с изнаночной стороны в шахматном порядке к первому слою. Теперь на любой из сторон мы продолжаем формировать и приклеивать лепестки. Все лепестки приклеиваем в шахматном порядке к предыдущим слоям. Здесь я уже использую другой оттенок ленты. При желании слои можно сделать побольше из одного оттенка ленты. Лепестки клеим в шахматном порядке. И обязательно слои клеим друг на друга, не съезжаем вниз на основу. Все лепесточки приклеиваем друг на друга. Четвертый слой лепестков. Не съезжаем вниз на основу. Все слои клеим друг на друга. Пятый слой лепестков. Лепестки я здесь буду приклеивать друг рядом с другом.
Как я и сказала, все лепесточки по возможности приклеиваем в шахматном порядке, но когда мы видим, что приклеивая лепестки в шахматном порядке, они очень сильно идут внахлёст, это значит, что следующий слой лепестков мы клеим друг рядом с другом. А в дальнейшем продолжаем все так же клеить лепестки в шахматном порядке. Как только вы увидите, что приклеивая в шахматном порядке лепестки идут внахлёст друг на друга больше, чем наполовину, следующий слой клеим друг рядом с другом. Шестой слой лепестков, здесь я уже беру белый оттенок ленты. В каждой конкретной работе количество слоев, скорее всего, будет разным. Седьмой слой приклеиваю в шахматном порядке к шестому. Постепенно начинаем заполнять цветок лепестками. Все слои клеим друг на друга. Девятый слой лепестков. Приклеиваю лепестки в шахматном порядке к восьмому. Между лепестками восьмого слоя. И здесь мои лепестки начинают попадать друг на друга внахлёст более чем наполовину или наполовину. Это значит, что 10-й слой лепестков я буду клеить лепестки друг возле друга. Приклеиваю лепесточки 10-го слоя друг рядом с другом. А уже 11-й слой начинаю приклеивать лепесточки точно так же в шахматном порядке к 10-му слою. Чтобы получить идеальную форму полушара, в таких цветах очень важно лепестки клеить в слоях слой на слой. Ни в коем случае не сползать вниз на основу. Внутренний диаметр в любом случае будет уменьшаться и заполняться лепестками. Тринадцатый слой лепесточков. Лепестки я приклеиваю также друг возле друга. А 14 и 15 слой у меня будут идти в шахматном порядке.
клеим 15 слой. Как я и сказала, в каждом конкретном случае количество слоев, скорее всего, будет разным. Но как только внутри остается совсем мало места, мы начинаем формировать серединку. Для серединки я склею 5-6 лепестков. И вклею их внутрь цветочка. Если мы видим, что внутри цветка образовались в центре какие-то пустоты, их можно заполнить отдельными лепестками, чтобы серединка выглядела заполненной и аккуратной. Перед тем, как вклеивать отдельные лепесточки, примеряйте их по длине. Возможно, их длина потребуется немного меньше. Наш цветочек готов, и сейчас я вклею еще немного лепестков с изнанки, чтобы еще больше уменьшить диаметр основы. Тогда, когда мы будем крепить резинку. Приклею еще один слой лепестков друг возле друга, с небольшим смещением вниз на основу. Как видите, диаметр круга с изнаночной стороны получается очень маленьким и аккуратным. Теперь мне понадобится вторая основа диаметром 2,5 см. И для того, чтобы пришить эту основу к резинке, я воспользуюсь прозрачной мононитью. Здесь в качестве основы я взяла большую пайетку, оклеила ее с двух сторон лентой, вырезала круг и края обработала зажигалкой. Пришиваю основу к резинке мононитью. Все готово, остается приклеить наш бантик. Клей наносим, не доходя до краев основы, чтобы при приклеивании цветочка он не выступил наружу. Приклеиваем резиночку. И наши пышные бантики готовы. Диаметр одного такого цветочка 9 сантиметров. Если вы хотите получить цветы в диаметре больше, то воспользуйтесь изначально основой диаметром не 3,5 сантиметра, а больше. И размер лепесточка можете увеличить до 8 сантиметров. Бантики получаются очень пышные, легкие и невесомые.